Здравствуйте, всем, дорогие друзья. У нас сегодня что? Я не знаю! Кто не знает. Это тайна, которую я вам, ладно, так уж и быть, расскажу, если подпишешь на телеграм-канал Hard Insight. Сегодня у нас Чернец, новый перевал Дятлова, показания выживший, понимаете ли. Это мы смотрели, у Димы Масленникова смотрели. У Чернеца надо посмотреть, какие показания выживших, причем здесь новый перевал Дятлова. Что вообще происходит, ничего не понятно. И это, кстати, получается первый ролик вообще как бы Чернеца, если не считать тот вот самый первый. Короче, я ему поставил лайк, ссылку оставил внизу в описании. Чернецу привет, всей команде привет. Напоминаю всем про нашего оранжевого партнера. Ссылочка, как всегда, в первом, правильно, закрепленном комментарии. Мы начинаем смотреть новый перевал Дятлова. Поехали! Страшилка пошла 100%. 100% страшилка. Да, сейчас так и будет. Август 93-го. Бурятия. 4 туриста совершают сплав по реке Снежная. Первый раз слышу. Вода здесь неспокойная. Постоянные пороги и ямы. Вода бурлит. Туристы сконцентрированы и внимательны. Я вот думаю, это без обид, если что. Если Чернецу дать какую-нибудь сказку детскую прочитать, он также сможет, нет? Вот чисто наспор. Знаешь, чтоб вот прям страшно стало. Какую-нибудь детскую там про Аленушку, про Иванушку. Что? Я уверен, у него получится, я в него верю. Реально. Потому что, мне кажется, он из всего может страшно сделать. Но это дар на самом деле. Поэтому на него много людей подписывается. Молодец. И вдруг... Ага! Взгляд одного... Рука из-под воды. Ты что, дурак, что ли? А нет, не рука, коряга. Что? Что? Ну что? Ну, коряга. Ну, обычно бывает в реке коряга. из них замечает нечто на берегу. Ветки мешают разглядеть. Еще ближе, еще пару секунд. И он понимает. На берегу стоит девушка. Одна в лесу. До ближайшей деревни несколько часов ходьбы, и он не может разглядеть лица. Туристы подплывают ближе. Да, лица у туристов нормальные, нет? Начинают звать девушку. Она не реагирует. Они высаживаются на берег, подходят ближе и замечают. Что это? Волосатый мужчина! Все, конец истории. Да, и титры. Тарататан-татан-татан-татан. Что? Ну может быть такое? Может быть. Ну, это моя, может быть, фантазия. Что девушка трясется. Они всматриваются в лицо и видят, что она вся в крови и грязи. Зубы бьются друг от друга. Ее истерика. А затем она произносит: Здорово, они отец. все погибли. Страшилка какая-то начинается. Страшилка? Окей, let's go. Двенадцатичасовую можно версию? Я не выйду из дома, пока у меня полностью не отрастет борода. Не сказал бы, что... Я сейчас перелогинюсь ему со второго канала Hardplay 2.0, тоже поставлю лайк. Прям хочу. Мороз дикий. Кстати, о холоде. Я расскажу вам одну историю, в которой погибло 6 человек. 6 трупов туристов, 4 из которых мужчины и 2 женщины. И по официальной версии погибли они от замерзания. Охлаждение тела, действие низкой температуры. Эту трагедию часто сравнивают Подождите. с трагедией, произошедшей на перевале Дятлова. Но есть одна большая разница. В нашей истории есть одна выжившая. Почему я не Начнем слышал? с самого начала.
О! 1993 год. Богдан 50 Титамир секунд. исполняет свой главный хит. Делай как я, думай обо мне, делай. Что? Ну, красивая песня была, ну вы сейчас опять начнете. Что? А потом Чио-Чио-сан, я хочу быть с тобой. Я продолжу петь, если лайк не поставишь, я тебе серьезно говорю. Я полную версию скоро включу на весь стрим, да. В стране отменяют выездные визы. Уезжать теперь можно без предупреждения. В Казани местные группировки продолжают убивать друг друга. Что делать будете вы конкретно? Если, по моему мнению, бизнесом заниматься. А в Москве количество иномарок за год увеличивается в 8 раз. В августе по всей стране проходят туриады, большие соревнования по туризму. Туриады. И мы направляемся к одному из маршрутов. В Бурятию. 2 Красиво как. августа 93 года. Иркутская область. Станция Мурина. Отсюда начинается путь тургруппы под руководством Людмилы Коровиной. 7 человек, члены тургруппы «Азимут» из Петропавловска. Лидер группы Людмила Коровина, 41 год, мастер спорта международного класса. Суперопытная, яркая, и даже на Хамар-Дабан она отправилась не в первый раз. Александр Международник. Крысин, 23 года, студент Бауманки. Тимур Бапанов, 15 лет, самый молодой член группы. Татьяна Филипенко, 24 А ты куда года, попал? секретарь турклуба. Виктория Залесова, 16 лет. Коровина ее брать не хотела, потому что она плохо себя проявила в предыдущем походе с ней, но она попросила мать позвонить Людмиле Коровиной и уговорить взять ее в поход. Валентина Утаченко, 17 лет, единственная выжившая из группы. Денис Швачкин, 19 лет. Его взяли вместо другого парня, которого не пустили родители. Когда он поехал на Хамар-Дабан, родителей не было дома. Ты вообще себе представляешь, что это такое? Это как тот самый чувак, который взял, помните, как в пункте назначения. Ты чего, а? И реально был такой чувак, который типа почувствовал, что вот объявили уже самолет, а он такой: нет, дай-ка я не полечу, и самолет падает. Вот примерно то же самое. Вот примерно то же самое. Просто вот в течение обстоятельств и он туда не попал. И он оставил им записку. Поехал в горы. Скоро вернусь. В самом начале пути на станции Поехал в город, скоро вернусь. Я на 5 минут домой, а если опоздал, пришел не в 22:00, а в 22:05, то меня в пеший туризм отправляли куда-нибудь с ремнем около моей 5-й точки, да. Мурина они сделали вот это фото на память. Подождите-ка, это Вообще, в случаем этот не момент та параллельно самая друг другу гора вышли это? две группы. Первая группа Людмилы Коровиной, вторая шла неподалеку по более Нет, сложному это не маршруту. И в ней была Наталья Коровина, это дочь Людмилы Коровиной. По плану эти две группы должны были встретиться в назначенное время у реки Снежная. Но из первой группы до точки дойдет лишь один человек. Маршрут в 230 километров начался на станции Мурина. Первые дни группа прошла Лангутайский перевал, вышла на гребень хребта и отправилась к вершине Хан-Ула. Весь путь группу сопровождала ужасная погода. Более того, метеорологи за последние 30 лет не видели настолько плохой погоды. 4 августа группа, преодолев более 70 километров, выходит к вершине Хан-Ула к высоте 2310 под названием Ретранслятор. Здесь они разбивают лагерь. Дальше по плану должен был быть еще один подъем на другую вершину, а затем спуск к реке Снежная. В этой точке они и должны были встретиться со второй группой. И вторая группа на точку в нужное время прибыла. Наталья Коровина из второй группы позже говорила, что... Стоп, секунду. Я просто пытался целиком это все выслушать, а метеорологи раньше что, погоду не говорили? 230 километров, да, говорит, ушел в город, скоро вернусь. Мам, я ненадолго. 230 километров. Сейчас, говорит, 2 локтя по карте, и, говорит, выйду там у речки, спущусь вплавь. Да, покатаюсь на медведя, вернусь, все хорошо, не переживай. Что ты переживаешь? Когда они никого не обнаружили, решили подождать. Но и на следующий день никого не было. Тогда они отправились дальше одни, но когда дошли до города и обнаружили, что и в городе никого нет, Отправились дальше одни, серьезно? стали бить тревогу. Началась паника. Родственники обзванивали все службы, начались поиски. И тут появляется информация.
Одну девушку нашли. Другая группа туристов осуществляла сплав по реке Снежная. И тут на берегу они увидели девушку. Окей, предположение, что это могло быть? Что это могло быть? Так, время понятное нам. Все понятно, что это могло быть. Дикий зверь. Почему одна осталась? Одна убежала. Маньяки, вряд ли, еще что-то, вряд ли, что, непрерывный приступ диареи, вряд ли, что, погода тоже нет. Погода, имею в виду именно, если там зима, там вот это вот, как на перевале, да, там пытались сказать. Странно, непонятно, непонятно. Я думаю, дикие животные, что-то связанное с дикими животными, 100%. Ею была Валя Утаченко. Браконьеры. Ну, возможно, но маловероятно. Я ближе к диким животным. Член группы Коровиной. Она была в шоке. Голодная, изнеможденная. Туристы подобрали ее, накормили, дали лекарства, валерьянку, чтобы успокоить, и отправились к следянке. Все, что Валя могла произнести, все погибли. Валю попросили написать объяснительную, где она должна была подробно объяснить все, что она видела. И сейчас я вам прочитаю свидетельство очевидца, единственный выживший из группы Коровиной. 4 августа. Так. Вышли на перевал Крутой, спустились вниз. Шли по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16:00 двигались к высоте Тритранс. Сильный дождь, холод. Остановились на высоте без леса, поставили 2 палатки. В 4 утра порвало растяжки палаток. Поправили. В 6 утра вырвало кол. Спальные мешки мокрые. 5 августа, 10 часов утра. Пришел Крысин. Сказал, что они намокли и замерзают. Шел снег, ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и... Стоп. Шел снег. А, снежочек уже был. Был не только дождь, но был и прям снег. Угу. Как они туда поперлись? Почему они погоду не посмотрели? Как это так? Стенкой стали спускаться вниз. И вот здесь начала происходить полная жесть. Так. Прошли метров 10. Стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз, но почти сразу же остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня достала тент, остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши были огромные. Господи, да что там? Что, снежный человек? Кто? Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Попыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник. Укрылась тентом. 6 августа. Утром поднялась вверх. Чего? Что еще раз? Я еще раз, что? Начала происходить полная Так, жесть. еще, я не... Да, подождите, кого? Кого она? Куда она легла спать? В какой нахер спальник после увиденного? Так, спокойно, так. Прошли метров 10. Так. Стал падать Крысин. Так, один начал падать. Плохо стало, еще что-то. Молодой пацан не выдержал, устал, сознание, кислород, жопа, еще что-то. Все, поняли. Так, хорошо. Стали его поднимать. Так. Он падал снова. Так, не Возле мог него встать. осталась Коровина. Одного Остальным оставили. дала команду спускаться вниз, но почти сразу же остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Остается рядом с пацаном одна. Они чуть-чуть вниз спускаются. Это говорит, нет, все, стойте. Так, Таня достала тент, остальные укрылись. это вы поняли, что это такое. Так, Я поднялась к Коровиной. так. Вся группа останавливается. Там остаются 2. Это разбивает а-ля мини-шалаш. Возвращается назад туда. Глаза Так. у Саши были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется.
Попросил Все, у меня я не понимаю ничего. Кого? утащить Вику вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я Так, что это может быть так резко и у всех? У одного мотор встал, у вторая начала себя агрессивно вести, укусила. утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис Резко у всех, короче, что-то массовая какая-то шиза, что ли. Что это? спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Попыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась. То есть за секунду буквально их просто сдуло всех. Просто за секунду. То есть она бегала между ними, и они просто их, ну, то есть вот буквально это получается, судя по рассказу, сколько там, 10 минут никого нет. Почти. И легла в спальник. Укрылась тентом. 6 августа. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Денису, Тимура, Вику, выше Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес. У меня нет объяснений. Молния нет. Судя по рассказу, если она всю говорит правду, в чем я лично сомневаюсь, тут вообще ничего не понятно. Газ из-под земли. Газ какой-то, да? Люди резко начали сходить с ума, и заметьте, вот даже на примере Коровиной, такое ощущение, как будто у них, они просто задохнулись. Они просто, короче, начали задыхаться. Одна начала башкой биться, второй просто сразу упал, третий еще что-то. Что-то с воздухом. Я думаю, что что-то с воздухом. Может быть такое, да. Кислородное голодание? Нет. Тогда бы у всех разом. Паника от чего? Судя по поведению, нет, это не паника. Это хотя башкой об эти биться о камни. Не похоже это на кислородное голодание. Очень странно. Все бред. Это херня. В Это этой же что-то здесь не объяснительной она то. рассказала, как она выживала следующие 3 дня. 6 августа утром она поднялась к ребятам и закрыла глаза всех, у кого они были открыты. Валя взяла из рюкзаков ребят еду, карту, спустилась к вершине. Затем она добралась до заброшенной вышки, это тот самый ретранслятор. Там переночевала. Утром она заметила столбы линии электропередач, пошла вдоль них. Вышла к заброшенной деревне. Затем к реке Снежной. У реки ее и заметили другие туристы. Все херня, не верю ни во что. Не верю. Это что-то не то. Это что-то здесь, нечисто что-то. Опять же, газ. А как газ, если он, по идее, да, он должен какой-то пеленой стелиться, оседать, невидимый газ. Я не химик, но есть ли такой? Напишут люди в комментариях. Тут миллион версий, я просто сразу все вот в голове ну вот как будто вот они, знаешь, то есть они очень быстро все отлетали. Когда травятся едой, то тоже не так. Но не могут разом, представляешь, люди разного возраста, и молодые, и взрослые, разом все откиснуть. Почему тогда та себя так повела? Почему она укусила вот эту подругу, которая выжила? Почему она так себя повела? Это какая-то хрень. Это, прикинь, вернулась, закрыла им глаза, взяла еду. Это что-то какая-то ересь. Подождите, ребята. Они ее подобрали. Вот здесь. Ее подобрали. Нашла. 5 дней. 4 дня, в общем-то, она прошла. Остальные тела нашли только через месяц. И есть видео этих тел, но я не могу сюда его вставить, потому что YouTube заблокирует ролик. Я выложу это видео в телеграм-канал, посмотрите там. Но сразу говорю, это не для слабонервных. Облетая высоту Ну, за месяц понятно, что с телами стало, как бы все понятно. 2310, Юрий Евгеньевич Голиус обнаружил... Стоп. У меня вопрос. Месяц тела там пролежали. Месяц. Вот несостыковка в том,
что она видит, что все, так скажем, уходят из жизни. Это все происходит практически вот за минуты на ее глазах. Но она берет спальник, и я пошла посплю. Резко захотелось спать. А тогда просто села и уснула. Здесь очень много несостыковок. Это все хрень. Месяц. Месяц тела оттуда забирали. Через месяц только прибыли. Значит, там кто-то работал. Там кто-то что-то делал. Там работали и пытались это все. Сначала, естественно, приехали одни, потом приехали вторые. Мы все понимаем, да, кто это. То есть, все посмотрели, все придумали, как все правильно сделать. И потом вот официальная версия. Вот такая вот. Вот так вот. На склоне горы тела ребят. Почти все были одеты слабо, на двух из них не было обуви. И самое главное, этот месяц тела ели животные. Затем в Улан-Удэ произвели вскрытие, где появилась первая официальная версия. Люди погибли от переохлаждения. От переохлаждения. В печени отсутствуют питательные вещества, гликоген в частности. И вот все это дало нам, вернее, дало мне основание поставить диагноз, выставить причину смерти как охлаждение тела, действие низкой температуры. Через 5 лет журналист Владимир Жаров прошел по этому же маршруту. И вот что он сказал. Можно говорить о целой цепи трагических обстоятельств. Самое главное, конечно, погода. Позже казахские спортсмены, которые приезжали на место гибели группы, никак не могли поверить. На дворе лето, жара под 30 градусов, а у нас насмерть замерзают люди. Однако так, скорее всего, и было. Представьте, день и ночь льет холодный дождь, одежда и палатки мокрые. Костер разжечь трудно, на Хамардабане и в нормальную погоду это сложно сделать, и все вокруг сырое. А тут несколько дней такие дожди. Поэтому ребята к 5 августа были уставшие и замерзшие. Еще одним объяснением случившегося является истощение. Косвенные признаки нарушения белкового обмена позволяют сказать, косвенно высказаться о том, что у них были явления белковой дистрофии, возможно, даже голодания. Тут очень много стрелок указывает на руководителя группы Людмилу Коровину. Мастер спорта международного очень класса. внимательно. Она умела сплотить всех, сделать команду, верила людям, верила в людей. Могла заставить человека стать тем, кто он есть на самом деле. Под ее наставничеством каждому из нас удавалось максимально... Вы вообще себе представляете, что такое мастер спорта международного класса? Вы себе представляете, сколько у нее за плечами походов разных? Вы представляете, сколько у нее разных ситуаций? Вы хотите сказать, этот человек, зная, по какому маршруту она пойдет, она сделала так, что люди без еды остались? Но тогда вопрос. Там неувязочка. Сказали, что та пришла к ребятам, закрыла им глазоньки их и взяла еду, с которой она проследовала уже дальше. О, вот так вот. Максимально раскрыть свои способности, расти во всех сферах жизни. Но, как говорят, методы у нее были не самые гуманные, и кто-то даже обвинял ее в излишней жестокости. Мы были знакомы. И затем я ее увидел лет через 5, это году, наверное, в 86-м. И этот самый вечером спускается Людмила с гор с ребятами, лет по 17, по 18. Вот. Но ребята были изможденные. Это, как потом я выяснил у Людмилы, что это школа выживания. Вот. Меня эта школа выживания не устраивала, конечно. Мы с ней вели этот Даже комментировать не буду. Это просто разговор потрясающе. на эту тему. Вот что там было. Она ограничивала в пище ребят? Ну, естественно. Что такое школа выживания? Когда выжившую Валю Утаченко спросили про Коровина, Мне тут информация пришла очень интересная, которую я зачитаю в конце видеоролика. Спасибо. Мы прочитаем, не будем говорить откуда, от кого, просто мы прочитаем. Просто общая информация. она ответила. Досмотрите ролик до конца. Коровина нас разбудила, велела собрать вещи и спускаться в ущелье. Она пыталась нас спасти, просто не успела. Как обморожение и истощение объясняют тот факт, что одна девушка билась головой о камни, а вторая укусила Валю? Непонятно. Зато третья версия объясняет такое поведение. Это
отек легких и отек мозга вследствие горной болезни. Валентина Уточенко позже говорила: «Мне кажется, отек легких начался. По симптоматике подходит пена, кровь изо рта, сумасшествие. Горная болезнь – это когда человека накрывает горная гипоксия, это кислородное голодание. Это мучительное состояние, как следствие отек легких, и люди могут творить безумство в таком состоянии. Непонятно другое, как мастер спорта международного класса с подготовленной группой, с которой они много раз ходили в горы». Вот смотрите, здесь очень важно каждое слово. Мастер спорта международного класса с подготовленной группой, которые не раз уже ходили в горы. Подготовилась к горной болезни. Это не первый раз пошедшие люди. Все, даже несмотря на возраст, это не новички. Все это похоже на отравление озоном, и многие эксперты указывают, что симптомы те же. Либо это отравление чем-то еще. Наталья Коровина, дочь Людмилы Коровиной, вспоминает момент, когда они вернулись в город и не обнаружили там первую группу. Дома началась тревога. Стали созваниваться с родственниками ребят, которые с Вы мамой что, ну ушли. это вообще конец. Те тоже Столько все народу. на нервах. Каждый день ходят на вокзал, поезда встречать, звонили в Слюдянку, в Мурино, никаких известий. И вдруг узнаем, что в Петропавловск каким-то поездом возвращается Валя. Я на вокзал, бегом. Помню, проводница открывает дверь в окно, и в проеме появляется Валентина. Бледная, сама не своя. Я к ней. Что с вами случилось? Она смотрит на меня и спокойно так говорит, что был липкий туман. Все стали задыхаться, падали, а потом умерли. Будет вдвойне посмотреть в конце ролик то, что нам скинули. Я словно в ступоре была, пока ее слушала, и главное, врезался Запомнили, да? Туман. Липкий туман. в память этот липкий туман. Что за туман? Почему стали задыхаться? Как из трагедии на перевале Дятлова прозвучала версия, что в тех местах испытывалось некое оружие. И в подтверждение этой версии Наталья Коровина позже описывала очень странный случай. Меня вызвали один раз и в жесткой непринужденной форме передали мне пакет, в котором были деньги. И конкретно сказали: никаких вопросов, чтобы больше не задавала, поняла? То есть ситуацию, очевидно, пытались замять. Почему? Можно сказать о разработке оружия, а может они просто пытались прикрыть свои косяки, как это часто бывает, пытались сохранить свои места, боялись потерять. Не знаю. Но есть Вот это еще одна скорее версия. всего. Я видела, что они все умерли. Я поднялась, чтобы взять карту и компас, еще закрыла каждому глаза. А как я на реку Снежную вышла, не знаю. Помню, что видела столбы линии электропередачи, пошла по ним. Видно, не совсем с ума сошла к тому времени. А еще меня словно кто-то вел все это время. Говорят, что шаманы иногда отправляются туда, погружаются там в транс, проводят какие-то ритуалы. И, в принципе, люди, побывавшие там, говорят, что часто наблюдают там странную погоду, странное поведение животных. И, в принципе, это место довольно-таки зловещее. Особенно теперь. В августе 2011 года... Самое смешное и самое забавное, что я вам рассказывал, что я ультра много времени, реально много времени потратил на изучение одной вещи. Изучал, не брал какую-то прям вот литературу, прям вот углублялся, но по верхам и очень много разных версий я послушал совершенно разных людей. Я подчеркну это. Существует у нас в Якутии, на Урале, давайте так скажу, в Сибири. Буду говорить максимально поверхностно. Я не знаю вообще, можно ли об этом говорить. Я просто скажу как есть. Вот. Существуют места с идеальными туннелями в землю. Туннели эти в горах. Туннели крайне маленькие и крайне узкие. Они настолько глубокие, что туда не могут даже, так скажем... То есть он идет туннель и проходы. Вот как вилка. Поняли? Как вот так вот они идут. А в чем суть? В том, что откопали туннель пошире. И человек, целая экспедиция, я вам говорил, пошла туда.
И казалось бы, вау, идеально обработанный, ровно вырезанный туннель. Сказали, что это даже невозможно сейчас это сделать, сейчас, даже вот с нынешними вот так вот, да, чтобы вот не вынимать. То есть просто вот ровно, вот идеально ровно. И прям я видел, видео все записаны. Это видео люди снимают, это целая группа, это целый коллектив туда пошел, это ученые. Вы думаете, это показали по телевизору? Вы думали, что-то где-то кто-то узнал? Нет. Все. А знаете, что самое смешное? То, что руководитель этой группы, он уфолог. И очень долгое время занимался всякого рода аномалиями. Вы меня спросите, к чему вообще вот это все, да? А к тому, что никто и нигде уже более 10 лет, я подчеркну, мать его, 10 лет не говорит про это место. Нету никакой информации о том, куда эти люди. Они просто свернулись и просто ушли. Но есть труды этого человека, знаете, что самое смешное? Который рассказывал, как они туда спускались, подробнейшим образом расписывая все состояния группы, пересказывал, кто туда спускался, конкретно с ним, кто вот прям совсем вот. И что люди испытывали, на какой глубине. Самое смешное, то, что там четко, максимально четко, я просто, когда сейчас про станцию сказали вот эту вот, в самом начале ролика, у меня прям, я думаю, откуда я это мог слышать, и я вспомнил откуда. Максимально четко, понимаете, было описано то, что вот в этих туннелях он типа где-то расширяется, но всегда стенки идеальные, идеально обработанные, как будто, знаешь, по ним всю жизнь текла вода, идеально вырезанные. И они так и не спустились вниз. Он говорит, мы спускались, у них страховочные крюки, тросы, все остальное, но там в одном месте он пишет то, что мы начали слышать звуки музыки, то есть звуки, как будто, говорит, шаман вот где-то на чем-то играет. И меня сейчас тоже вот это вот смутило вот с этой историей. Когда начали вылезать, время от времени в темноте они видели силуэт человека, который якобы следует за ним, то есть человеческий силуэт. Я не говорю, что я во все это верю, я не говорю, что это классно, здорово, но это есть, потому что это снято на видео, все вообще, все эти туннели, все эти вещи, а искали они Шамбалу. Кто надо, тот погуглит, что это такое, это очень такая интересная вещь, да, очень долго он посвятил полжизни, чтобы вот это все найти. Но после этого я его нигде не вижу. Он жив, он здоров, все в порядке, все хорошо, но больше никто туда не ездит, больше никто туда не лазит, и больше никто про это место не говорит и не слышит. Понимаете? Вот что самое смешное. К чему я веду? К тому, что всегда, когда речь заходит о всяких местах, обо всяких вот таких вот, знаете, вот непонятных местах, их существует огромное количество. Вы представляете, сколько в одной нашей стране, я сейчас говорю за Россию, потому что да, все-таки я русский, да, и у нас их существует миллион. И я начал копаться, я говорю, вот куда можно съездить? Мест столько, что просто чокнуться можно. Это же просто атас. Причем вы не представляете, насколько в видных они местах находятся. Будь вот, допустим, взять, если Сочи, недалеко от Сочи, Скай-парк или еще что-то. Они места, их видно, но ты никогда не поймешь, что это. Оно вроде бы вот цивилизация, и раз, опа, а там понеслась. Понимаешь? Будь то вот деревни в Дагестане, с которого просто все люди собрались, ушли, и все говорят одно и то же. Мест куча, и они крайне непонятны, они очень опасные. Я не знаю, хватит ли у меня жизни моей и духа, чтобы об этих местах рассказать, но посмотрим, во что это выльется, да. Посмотрим. Мне очень интересно. Начнем мы с ближних, конечно, регионов, ну а дальше уже будем смотреть, что, где и как. Короче, как-то так. Вот я вам нагнал вот такой жути, но есть о чем подумать. Я сказал вот все, что я видел и все, о чем я слышал.
Так что очень интересно ваше мнение в комментариях. Все мнения буду рад выслушать в комментах, ребят. Очень это интересно. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то, может быть, слышал, как и я. Давайте, дерзайте. Другая группа туристов посетила эти Извините, места. что отвлекся. Их преследовали Интересно туман, было и рассказать. дождь со снегом, и ветер такой силы, что с гольцов они уходили, сцепившись по трое. Пошли на разведку, сбились. Сбились просто с маршрута там. Столько ручей перепутали. Спустились по одному ручью, а вечером поднялись поднялись опять вверх, решили сориентироваться. Там мы опять пошли и опять попали на другой ручей. Сколько дней вы плутали? 8. А потом... Да нет, почти 9,5. Все участники долго не могли отделаться в этом месте от неприятного, жуткого ощущения, что отсюда нужно быстрее убираться. Альпинисты часто сами проводят в тех местах ритуалы перед походами, потому что Хамар-Дабан считают мистическим местом. Я говорю, еще скажут вот сейчас про ощущение паники или нет. Специально не стал в этом вот рассказе про это говорить. То, что когда они вдвоем туда начали спускаться, вот из моего рассказа, они в один момент, из-за чего они начали возвращаться, у них был такой приступ паники, что они еле-еле собрались из рассказа руководителя группы. И они только из-за вот его, так скажем, хладнокровия и то, что он смог взять ситуацию в свои руки, они вернулись назад. Паника, говорит, началась такая, что они чуть ли человек сам себя не отцепил от этого, от крюка от этого. Как он правильно называется, ребята, кто альпинизмом занимается, мне скажут, как он, ну, крюк, который они цепляются к этому тросу, чтобы, так скажем, не упасть. Вот, он типа пытался отцепить, и этот взял, и все, и они быстро уже начали подниматься. То есть он успел привести в чувство своего товарища. Почему эта трагедия произошла без такого резонанса, как перевал Дятлов? Да потому что произошла она в августе 93-го, в то же самое время, когда в Москве танк стрелял по Белому дому. Людям было не до этого. Ну да. Валя Утаченко после всего случившегося уехала в другой город, попыталась начать жизнь заново и 20 лет никому не рассказывала об этой истории, даже своему мужу. А вы, друзья, расскажите, какая версия, на ваш взгляд, наиболее подходящая. Напишите в комментариях снизу. Хочется обсудить, хочется понять, что думаете вы. Вот прямо сейчас прошу... Поставьте лайк. Прошу, сейчас то же самое сделайте. И напишите в комментариях вашу версию до момента, пока я не прочитал кое-что. Очень интересно ваше мнение вот прямо сейчас. И досмотрите ролик до конца. Лайк этому видео, чтобы его увидело больше людей. Одну секунду. Лайкос обязательно. И мне, и обязательно перейдите за контент господину Черницу, поставьте, подпишитесь. У него уже идет к 500 000 подписчиков. Контент более чем достойный. Главное, подпишись на этот канал, потому что скоро новая история. И как я и обещал. Зачитываю. У нас есть подписчик. Это один из самых наших возрастных подписчиков. Давайте так скажу. Он сейчас присутствует на стриме, потому что ролик записывается на стриме. Человек говорит, я знаю об этом деле, просто скажу, что это метан. Отравление метаном может привести к следующим симптомам. Внимание. Ощущение тяжести в голове, головокружение, шум в ушах, рвота, покраснение кожи, резкая мышечная слабость, частое сердцебиение, сонливость. Она не просто так легла спать. При тяжелом отравлении потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, это понятно, потому что все мышцы расслабляются, побледнение или посинение кожи, поверхностное дыхание и судороги. Возможно, он и самый первый, у него не остановилось сердце. Понимаете? Возможно, все на самом деле немного по-другому. Они просто потеряли многие сознания. Словили галюны от этого липкого дыма. Я просил запомнить. Покраснение, шум в ушах, резкая мышечная слабость. Они просто все попадали. Вот так вот. Ну а ваше мнение очень интересно. Потому что до сих пор это одна из версий. Буду ждать в комментах. Увидимся.